Думаете, что биологическое оружие — это стерильные лаборатории, стеклянные колбы и секретные базы, спрятанные где-нибудь в пустынях? Вы ошибаетесь. Иногда самым опасным лабораторным столом становится обычный остров. Посреди холодных вод у северо-западного побережья Шотландия лежит маленький клочок земли — остров Груинард. На первый взгляд типичный северный пейзаж. Низкие зеленые холмы, серые скалы, омываемые холодным атлантическим ветром, тихие воды залива, где иногда проходят рыбацкие лодки. Почти идеальная открытка из дикой природы. Но этот остров десятилетиями был биологической бомбой замедленного действия. Все началось в разгар Второй мировой войны. Британское правительство панически ищет способы остановить возможное вторжение нацистской Германии. И тогда появляется проект под кодовым названием Operation Vegetarian – план превращения сельского хозяйства Германии в гигантскую зону заражения. Оружие – не бомбы. Оружие – бактерии. Ученые из Портон-Даун выбирают идеальный штамм – Bacillus anthracis – возбудитель сибирская язва. Микроскопический убийца. Споры этой бактерии могут жить в почве десятилетиями. Без воды, без света, без воздуха. Идеальная машина смерти. Чтобы проверить оружие, военные выбирают изолированную лабораторию под открытым небом. Остров Груинард. Лето 1942 года. Военные привозят на остров несколько десятков овец. Животные спокойно пасутся на траве, не подозревая, что участвуют в одном из самых мрачных экспериментов в истории. На расстоянии устанавливают взрывное устройство. Внутри бомба, наполненная спорами сибирской язвы. Раздается глухой хлопок. Ветер подхватывает невидимое облако. Через несколько дней овцы начинают падать одна за другой. Судороги, кровь из ноздрей, температура. Спасти было некого. Эксперимент оказался пугающе успешным. Споры проникли в почву, в траву, в ветер. Остров стал биологической ловушкой. Спустя 10 лет один из исследователей, биолог, чье имя долго держалось в секрете, нарушил протокол безопасности. Он решил проверить, насколько опасна почва. Он снял защитные перчатки. «Если бактерии все еще активны, мы должны знать», — сказал он коллегам. Он коснулся земли. Позже он признавался: «В тот момент я понял, что держу в руках смерть. К счастью, заражение не произошло. Но анализы показали страшное. Почва была насыщена спорами. Остров официально объявили запретной зоной. Более 40 лет остров Груинард оставался закрытым. На картах его помечали предупреждением: высадка запрещена, почва заражена. Даже чайки избегали некоторых участков берега. Тишина здесь была особенной, неприродной, лабораторной. Только в 1986-м британское правительство решилось на очистку острова. Операция была масштабной. Тысячи тонн почвы обработали раствором формальдегида. На остров вылили более 280 тонн химикатов. Землю буквально промыли ядом, чтобы уничтожить другой яд. Лишь в 1990-м остров официально объявили безопасным. Сегодня остров Груинард снова выглядит мирно. Трава колышется на ветру. Чайки кружат над скалами. Море тихо разбивается о камни. Но ученые знают одну неприятную правду. Споры сибирской язвы могут выживать более 100 лет. А значит, где-то под этой зеленой травой все еще может лежать невидимое наследие войны. Без запаха, без цвета, без звука. Просто споры, которые ждут.